Знаменитый тайский суп том-ям. В этом ролике покажу, как его люблю готовить дома я, а также расскажу, как правильно выбрать специфические специи для этого вкусного супа. Если интересно, просто продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня на моем канале немного экзотики. Будем готовить самый популярный и самый знаменитый тайский суп – том-ям. Вариантов этого супа существует огромное множество. С рыбой, с морепродуктами, с овощами, с грибами, с курицей, с добавлением чили-пасты, без добавления чили-пасты, с добавлением кокосового молока и без него. То есть каждый человек может себе выбрать какой-нибудь любимый вариант и им насладиться. Я в этом ролике буду готовить такой вариант, который люблю лично сама, а вы в комментариях поделитесь, пробовали ли вы вообще когда-либо этот знаменитый суп и какой вариант вам нравится больше всего, если вы его пробовали. Сегодня в магазинах можно найти очень большое разнообразие специй для того, чтобы приготовить вкусный том-ям у себя дома. Я расскажу, как я выбираю специи для себя, какие ингредиенты смотрю в составе, чтобы были, и какие варианты я сразу отсекаю, потому что они тянут за собой покупку еще дополнительных ингредиентов. Дальше в ролике я об этом расскажу, так что смотрите это видео до конца. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Свой том-ям я приготовлю с грибами шиитаке, вешенками, куриным филе, креветками и помидорами и добавлю в него кокосовое молоко. Будет очень насыщенно. Начинаю с подготовки шиитаке. Я купила их в сушеном виде. Замачиваю грибы в холодной чистой воде на 3-4 часа. Шиитаке имеют очень тонкий аромат, который немного похож на белые грибы, так что можно взять и сушеные белые, если шиитаке нет. Аромат шиитаке нежнее, так что сушеных белых грибов стоит взять вдвое меньше, чем шиитаке. Грибы размокли. Промываю их, заливаю свежей водой и отвариваю в течение 1 часа на небольшом огне, прикрыв крышкой. Затем крышку закрываю, огонь выключаю и оставляю грибы еще на полчаса. Займусь остальными ингредиентами. Очищаю креветки. У меня тут крупные сырые креветки в панцире. Аккуратно разрезаю ножницами панцирь вдоль спинки, удаляю кишечную вену. Мясо отправляю в тарелку, а панцири сохраняю. Если используете уже вареные креветки, просто разморозьте их в холодильнике и очистите. Отправляю панцири в кастрюлю и вливаю 500 мл воды. Отправляю кастрюлю на огонь. С момента закипания варю бульон в течение 10 минут. Этим временем тоненько нарезаю куриное филе. Открываю кокосовое молоко. Напоминаю, что для супа том-ям этот ингредиент не обязательный, но он смягчит остроту супа, сделает ее приятной, а вкус блюда получится более глубоким. Отмеряю нужное количество кокосового молока. Кстати, на моем канале есть видео о том, как открыть кокос и как приготовить кокосовое молоко самостоятельно. Ссылку оставлю. Теперь я расскажу, как выбираю специи для супа том-ям, потому что именно они задают основной вкусовой тон. И как я выбираю их, чтобы не покупать кучу разных и обойтись одной смесью. Есть набор обязательных ингредиентов, которые используются для любого из видов том-ям. Это база. Она используется для приготовления белого бульона. В нем обязательно должен быть лимонграсс, корень галангала, листья кафир-лайма и чили. Готовые смеси для такого бульона часто продаются в наборе в замороженном виде. Но кроме смеси потребуется приобрести также рыбный соус. Это тоже обязательный ингредиент в супе том-ям. А если вы захотите приготовить не белый, а красный том-ям, именно это самая популярная разновидность, и я готовлю именно такой, то нужно будет купить еще и чили-пасту. Заморочливо, правда? То есть уже надо купить набор для бульона, рыбный соус и чили-пасту. Как поступаю я, чтобы максимально упростить и ускорить процесс? Удобнее всего купить одну готовую пасту, в составе которой будут все обязательные ингредиенты. Лимонграсс, галангал, листья лайма, чили, рыбный соус. Например, в магазине я хотела приобрести такую пасту, но посмотрев на состав, поняла, что к ней нужно будет еще докупить несколько компонентов дополнительно, а это уже неудобно. Мне также нравится, когда в составе пасты для супа есть также паста тамаринда. Это очень яркий ингредиент, характерный для тайской кухни. Он может быть указан как финиковая паста, и она придает кислинку, и тем самым вкус супа будет более сбалансированным. И еще круто, когда в составе есть креветочная паста. Это продукт ферментации, и он работает как природный усилитель вкуса. Вот я подобрала для примера 3 пасты в случайном интернет-магазине, которые содержат все нужные ингредиенты. Едем дальше, продолжаем приготовление. Бульон из панцирей креветок процеживаю через сито и доливаю водой, чтобы объем жидкости был 600 мл. Также я не выливала жидкость от варки грибов, она тоже отправляется в бульон.
Отправляю в бульон нарезанное куриное филе, пасту для супа том-ям, вливаю кокосовое молоко. Перемешиваю, довожу до кипения на плите и варю 5 минут. Этим временем нарезаю шиитаке и вешенки. Наполнение для супа том-ям может быть разным. Так, это может быть только курица, курица с грибами, креветки, самая разная рыба и морепродукты, а также можно приготовить чисто овощной вариант. Тут можно экспериментировать и брать то, что есть. Отправляю грибы в кастрюлю и готовлю еще 5 минут. Так как креветки у меня крупные, разрезаю их напополам. Отправляю в том-ям и готовлю еще 2 минуты. Если креветки уже отварены, выключать огонь стоит сразу после их закладки в суп. Температуры будет достаточно, чтобы они прогрелись, и при этом креветки не станут резиновыми. Готовый суп я пробую на соль. Если необходимо, присаливаю. Так как у меня есть рыбный соус дома, то я использую его. Выжимаю сок лайма, чтобы получить полную гармонию вкусов. Для подачи нарезаю помидоры. Также том-ям обычно дополняется отварным рисом, чтобы придать ему больше насыщенности, осытнить его. Разливаю готовый суп по глубоким тарелкам, в каждую кладу по несколько долек помидора. Лайм и немного зелени сделают блюдо красивым. По классике используется кинза, но если не любите ее вкус, петрушка отлично подойдет. Сбоку порция отварного риса, и пускай каждый решает, отправлять ее в том-ям, съесть отдельно в прикуску или обойтись без него. Приятного аппетита! Если мой вариант знаменитого тайского супа том-ям вам пришелся по душе, ставьте палец вверх под этим роликом, оставляйте свои приятные комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях и пускай вашим друзьям тоже будет вкусно. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик.